Здравствуйте и самый искренний привет! Здесь вы получите расклад на будущую неделю. Это очередной расклад. У меня также есть другие расклады на разные недели, и это очень может помочь планировать ваше будущее. Попробуйте, и я уверена, что если вы раскладу позволите, он вам здорово поможет. С правой стороны Таро, а с левой Ленорман. Это разные две системы, поэтому они видят то же самое, но с другого угла, и помогут вам сориентироваться. Иногда так получается, что больше Ленорман проигрывается, или Таро, как у кого. Но я точно знаю, что именно сейчас, когда вы нажали пальчиком посмотреть, вам нужны те слова и те подсказки, которые дадут карты. Я карты уже готовила, но еще раз при вас их перемешиваю хорошо. А вы можете в этот момент загадать для себя что-то, спросить, потому что у нас у всех есть такие моменты в жизни, где нам нужен совет, где мы стоим перед выбором, или мы не знаем, что будущее принесет, и нам нужен совет, нам нужна помощь. Подумайте о том, что сейчас перед вами, в какой-то сфере жизни, именно в вашей, что происходит. На дне колоды была карта «Ключ». Вы получите ключевые знания, ключевые подсказки. Это гарантируется. Итак, а я начну раскладывать, начиная с понедельника. А в каких энергиях вы будете пребывать каждый день, какая будет у вас сила, какие возможности даст Вселенная, что самое главное, какие возможности вы сможете увидеть. И еще важнее ими воспользоваться, правда? Итак, две карты Ленорман на понедельник. Я обычно беру по две. И две карты Таро на понедельник. Готово. Смотрим. Что скажет Ленорман? Это новые возможности, именно то, о чем я говорила. Потому что эта карта Всадник – это новости, перемены. И еще карта Плетки. Но плетки – это нужно очиститься от чего-то. Может, в понедельник день уборки или день нужно привести в порядок какие-то шкафчики на кухне, или же ваш шкаф, или же вашу гостиную, или же ваш гардероб убрать, или, может быть, это банный день, так называемый, да, карта Плетки. То есть, когда хорошо бирюзовым веничком помыться, но помыть можно свои мысли. Вообще мысли, не всем можно доверять мыслям. Некоторые мысли просто идут как пленка. И не всем мыслям доверяйте. Карта Плетки тоже может предупреждать вас о том, чтобы не поссориться с кем-то в понедельник, потому что, возможно, конфронтация. Возможно, какой-то человек в вашем окружении легко пойдет на конфронтацию, захочет вам что-то доказать, что-то внушить. Не ведитесь на всяких провокаторов. И карта Всадник, она говорит о том, что вы сможете куда-то, может, поехать, пойти на прогулку, на работу, за покупками, что-то узнать интересного, с кем-то побеседовать, с кем-то встретиться. Это тоже может быть свидание. На свидании будет, сами знаете что, потому что здесь вопрос спальни, я не буду озвучивать его, но и так понятно, да? Повторяющиеся движения. Ну, это, в общем, расклад как песня для отношений. Может, кого-то встретите и полюбите друг друга, и со временем у вас завяжутся очень тесные отношения или для любви, или для дружбы. Здесь также могут быть работа. Плетки как много работы, которая приведет вас к заказам, к каким-то новым деньгам, да, деньги получите новые, потому что много работы, повторяющиеся движения, к новым встречам. Вот это очень хорошая карта. Всадник говорит о новостях. Новости о работе. Например, придет сообщение от работодателя, что хотят вас взять на работу или поручить вам какой-то интересный проект. Это хороший день. Но карта Плетки иногда, если бы не было карты Всадник, она может ссоры означать. Так, что нам выдает Таро здесь? Карта трансформации и девятка жезлов. Но девятка жезлов говорит: послушай, может быть, нужно уже поставить все точки над «и». Например, что-то вам надоело, но вы все равно это делаете по привычке. 9 жезлов, когда вы вышли на то, чтобы чего-то добыть, что-то решить, но вы вышли не в своей силе. Вы как-то свою силу оставили сзади.
а вы ходите в общее пространство, общаться с другими людьми или чего-то добиваться для себя. И вот посмотрите, какая здесь фигура. И не уверены в себе. Не уверены в себе мы тогда, когда мы не готовы что-то сделать. Вот мы не готовы, у нас еще нет к этому понимания, нет, и нет к этому энергии. Когда вот вроде есть мысль, да, но еще не произошло трансформация. Мысль есть, но мы еще как бы ее не хорошо обдумали. Мы ее, эту мысль еще даже умственно не представили себе все этапы, как мы будем эту мысль приводить в действие. Любая мысль, которая зависает в воздухе и не осуществляется, это мысль, которую мы отбросили за ненадобностью. Может быть, потому что иногда мы чувствуем, что мы не готовы, или у нас нет сил, или мы боимся, мы не сможем, или мы боимся, что нам помешают. Ну да, карта смерть, вообще Таро называется она традиционно, а по-новому это трансформация пути. Вам нужно трансформировать вот эту энергию сомнения, прокрастинации, энергию, что я не смогу, у меня не получится, у меня и раньше не получалось. Вот эти все ущербные мысли трансформировать. То есть любой страх, который приходит, а здесь вам страшно по 9 жезлов, потому что как бы много работы. Вот много работы, вы боитесь. Когда нам страшно, нужно делать то, что вы боитесь, и как можно чаще, и тогда страх уйдет. И знаете, смелые города берут. И дорога в 1000 миль, она начинается с одного шага. Поэтому, когда мы видим суперзадачу, такую как бы сверхзадачу, да, и постоянно только о ней думаем, нам кажется, мы не сможем. Потому что за один день никакую суперзадачу не решишь. А трансформировать нужно один только шаг. Сказать так, это все я сейчас сделать не могу, но один шаг запросто. Что-то маленькое каждый день могу. И жизнь – это марафон. Так что вот в этом плане. Но день какой-то великий. Может он перейти в великий день, потому что карта... И всадник, кстати, похоже. Карта смерть – это о чем-то великом. О том, что именно в этот день вы решите для себя то, что вас поменяет вашу реальность. Понедельник, мощный. Я оставляю карты на столе, потому что таким образом мы с вами не перепутаем, да, где какой день идет. И смотрим с вами следующий день, вторник. 1, 2. 2 карты на вторник. И карты Таро. Раз и 2. Итак, карты Ленорман что говорят? Гора и ключ. Ключ это как, знаете, вот гора, когда много работы или что-то, то, что вы не можете решить. Мы часто не можем решить то, что involves, или же то, что включает в себя других людей. Потому что за других людей мы не в ответе, и мы никогда не можем сделать все так, как мы хотим, если там другие люди. Всегда должно быть 50 на 50. Потому что не только наша воля, но и воля другого человека, правда? То есть гора – это препятствие. Это может быть, что вы там с кем-то что-то делаете, и другой человек вам, или мешает, или он меньше делает, оплата у вас одинаковая, или же в семье вы больше в бытовом плане делаете, а партнер меньше, и так далее. То есть гора – это когда вас нагрузили. Или на работе, или в быту вас нагрузили. И ключ говорит, что ключ у вас в кармане. У нас всегда ключ от нашей темницы, ключ от нашей тюрьмы, так называемой, да, в кармане. Потому что мы можем делегировать, или мы можем сказать, это я просто не осилю сегодня, я сделаю это завтра. Или же, если вот есть что-то такое, что я не люблю делать, может, другой член семьи или на работе, кто-то другой любит такое делать, да? Поэтому мы все разные. Ключ – это ключ к решению чего-то. И иногда по карте гора бывает так, что нам дают ложную информацию, нас нагружают, нам что-то внушают, нами хотят воспользоваться. Сейчас в мире этого очень много. И нам кажется, что задачи нерешаемые, потому что у кого-то ключ от нашего счастья. Но я хочу сказать, что двери к счастью каждого человека всегда открываются изнутри. Вы, наверное, от меня уже это слышали, правда? И ключ у вас в вашем кармане. Поэтому по этим картам вторник может быть день нелегкий, не хочу сказать тяжелый, но много задач придется решать. И решайте ключевые задачи. Не все,
Потому что иногда мы не видим, мы не держим фокус, свое внимание на главном. Мы хотим все это делать, и мы не рассчитываем так, что главное, а что второстепенное. Ключ – это когда вы решаете ключевые задачи. А все, что на сегодня не ключевое, можно сделать завтра. Такой расклад. И что скажет Таро? Ой, ну у вас будут деньги, королева денег и десятка жезлов. Моя любимая карта. Потому что я верю в то, что если человек хочет найти счастье, он должен к нему сам дойти. Потому что никто другой не сделает нас счастливыми. Правда? Ну, они могут постараться, это приятно, когда другие нас так любят, что хотят нас сделать счастливыми, но они не смогут. До конца человек может быть счастливый только тогда, когда он сам путь прошел. И здесь по десятке жезлов, да, может быть, вам тяжело сейчас нести эту ношу, или на работе, или в быту, но у вас будет результат, и результат – это много денег, много достатка. Но пентакли – это не только деньги, это приятная, красивая жизнь, кстати, которую не всегда за деньги купишь, когда просто ты умеешь строить так отношения, ты умеешь так строить быт, что тебе приятно жить. И об этом королева Пентаклей. Так что у вас будет все замечательно, я вас не сомневаюсь. Вторник, день, много работы, догора и десятка жезлов похуже карты. Много работы, но вы много поработаете, но вы и хорошо заработаете. Или же кто-то, кто вам дорог, потому что королева Пентаклей может быть любой человек в вашей жизни. Смотрим дальше. На среду. И здесь смотрим на среду. Ленорман говорит, что в среду коса и лилии. Вы знаете, коса и лилии вместе, это интересно, это как будто вы срезали цветы и поставили в вазу, как у меня вот здесь вот такие цветы. Цветы – это, конечно, высокая энергетика любви и радости, но а коса – это время пришло. Время пришло радоваться в среду, день радости. Кто-то вас обрадует, пригласит на свидание, подарит вам подарок. Это успешные какие-то покупки или продажи. Это день, когда много энергии, когда внешность расцветает, когда вы чувствуете себя в своей силе, когда вы чувствуете молодой себя, омолаживание организма. Это влюбленность, кто-то вас любит. Кстати, по лилии это может быть новый знакомый, потому что король пиковый, видите? Король пиковый в игральных картах – это новый знакомый. Кто-то вас любит, обожает, кто-то хочет с вами быть, жить, кто-то хочет вам подарить что-то, потому что вот косить урожай – это значит, время пришло получать подарки судьбы. Лилии – это карта верности. Время пришло для верности. А если говорить об одном дне, ну, тоже горячий день. У вас вообще вся неделя какая-то горячая получается. Среда тоже горячий день. И вместе с тем прохладный, потому что лилии имеют, вообще цветы, они имеют прохладу в себе, да, там много воды. Так что будет одно и другое. Лед и пламень, то и другое. Туз меча и двойка пентаклей. Номерные карты, то есть день обычный. Вот у нас здесь понедельник был мощный, очень серьезный день из всех трех. А среда день обычный, можно будет что-то или купить, или продать. Купить для дома или для кухни, что-то продать. В общем, что-то такое делать с деньгами. Или заработать. 2 клиента, 2 источника дохода. Что-то такое, в общем, деньги, движение денег в среду. Ну а также какие-то мысли интересные, новые. Потому что мечи часто это или мысли, или это идеи для бизнеса. Это смелость. Туз меча – это смелость. Будь смелым. Не то чтобы штурмом бери эту жизнь, нет, но будь смелым, чтобы предложить миру то, что можешь для заработка. Потому что можно многое уметь и быть профессионалом, но если вы миру это смело не предложите, то конкуренты предложат ваши идеи, если сумеют своровать смело. Поэтому здесь туз меча. Это может быть кто-то агрессивный, кто хочет что-то у вас или взять, или непорядочный человек. Так что в среду может быть, вы знаете, ведь коса – это очень похоже на туз меча. Какой-то непорядочный человек может возникнуть в жизни. Может быть, подумайте перед тем, как за что-то платить, покупать что-то. Пораскиньте мозгами. Двойка – это часто пораскиньте мозгами, потому что здесь может быть цена завышена. Что-то такое может быть. Ну а вообще, может быть, король пиковый поможет вам сделать выбор в чем-то. А среда день, знаете, несложный. Номерные карты небольшие,
но горячий тоже. Там, где есть меч, всегда осторожность нужна. В среду вам не помешает осторожность. Смотрим четверг. Две подсказки на четверг. По Ленорман. И 2 подсказки вторую. На четверг. Ленорман говорит, дом и госпожа, очень хороший расклад. Потому что в Ленорман есть карты людей, карты вопрошающих, те, кто пришли. И YouTube это на самом деле тет-а-тет между вами и мной. Я не собрала стадион. Меня могут смотреть разные люди в разное время. И между вами и моими картами образуется такая связь, когда вы раздумываете о своей жизни. У нас тет-а-тет всегда. Поэтому это вы, госпожа, ваш двойник, я вас чувствую, вы пришли сюда, у вас вопросы есть. То есть для вас все равно, какого вы пола, кстати, в доме все будет хорошо, домашний день. Вот когда мы дома с вами встречаемся, например, или в доме вы встречаете гостей, соседи приходят, друзья, что-то хорошее. Госпожа в доме, может быть, вы останетесь в этот день дома или же к вечеру отдохнете в доме, что-то в доме сделаете. Но это, знаете, защита, ваша крепость. Очень приятный день, четверг. Что скажет Таро, интересно? Ну здесь не без ложки дегтя. Как знаете, у нас на бочку меда всегда есть ложка дегтя. Но без этой ложки дегтя никак нельзя, чтобы мед слишком сладким не казался, да? Потому что здесь вроде все хорошо, и вы дома, и у вас все в порядке. Бац, и дьявол. И еще и 5 пентаклей. Может, вас будет гложить какая-то обида. Ну, что, я дома осталась, могла бы заработать. Вот вы будете жалеть о том, что чего-то не сделали. Когда к нам приходит в какой-то день вот это ощущение жалости, что я могла бы это сделать и не сделала, почему я вот здесь не подсуетилась, не успела, кто-то раньше меня, да? Вот эта карта, дьявол как раз об этом, что вы подумаете, почему я это не купила, я могла бы, вот выгодно здесь мне было, как это я так не сориентировалась. Это мысли ваши. Дьявол – это вот такое подселение в голове, да, такая сущность. И на самом деле это старинные слова, сущность, подселение, но это о том, что в современном мире очень часто тоже есть. И всегда, когда мы взаимодействуем с другими людьми, мы всегда выходим вот на эту опасную территорию, когда у каждого человека свой план, понимаете? Каждый человек там для себя. Главное, чтобы быть порядочным. Но дьявол – это не порядочные люди. Это люди, которые вам говорят: окей, вот здесь купи что-то. Кстати, кто не знает, у меня нельзя купить расклады. Я не делаю расклады за деньги, только общие, потому что верю, что так многим помогу, и у вас денежки останутся в кармане. И кто не понял, потому что это же для многих людей. Есть такие, что и напишут мне что-то нехорошее. Я сразу предупреждаю, не пишите, бесполезно, потому что мои слушатели знают, что я не делаю за деньги расклады. Дьявол – это когда, может быть, вы остались дома, и у вас будет желание съесть лишний пирожок, съесть лишние калории или выпить лишний бокал вина, или же меньше двигаться. Будьте аккуратны, потому что дьявол, он обманывает. Он говорит: да, отдохни здесь, съешь сладкую конфетку. Как часто мы едим, когда на самом деле мы просто не имеем энергии, и нам, может, нечего делать, мы прокрастинируем. Лени нет, лень – это уже следствие. А причина лени – это чаще всего или страхи, или еще что-то. В общем, какие-то страхи активируются в четверг. И страхи из-за денег. И вот вам этот дьявол не должен помешать, потому что один день, страхи из-за денег есть, да. Многие из нас боятся будущего. Особенно сейчас я вообще не рекомендую смотреть каждый день новости. Раз в неделю посмотрите. Но там проблема, что затягивает, да. И это пугалки, страшилки, и они специально вот это все одно и то же мусолят, и нет в этом толку никакого. Потому что пугаетесь, вы боитесь. На самом деле жизнь не страшна, если мы ее проживаем. А если мы ждем, пока нас кто-то там запугает, так это очень нехорошо. Вот что смотрите, чтобы в четверг не испугаться, чтобы вас никто не запугал, никакие мысли вам не внушил. На самом деле это, знаете, что может быть? Это может кому-то выгодно дать вам ложную информацию. В четверг это ложная информация. Не слушайте. Потому что кому-то выгодно вас запугать, сказать, что не получится там, ой, кризис, все, нет, ничего нет впереди. Это страшилки, потому что выгодно, когда чем больше людей
Бояться тем, конечно, ими можно управлять, да? Будьте осторожны. А вот это такие пугалки. Может, сон плохой приснится. Дьявол иногда можно поссориться из-за денег с домашними. Будьте аккуратны, не поссорьтесь из-за денег. Смотрим на пятницу. 2 карты Ленорман и 2 карты Таро. Я обожаю такие расклады, они действительно помогают организовать свою жизнь, то есть планировать. Итак, пятница. Тучи и гроб. Ну, вы скажете, о, какие символы, если вы не знакомы с Ленорман, пусть это вас не пугает. Потому что на самом деле это лечение страхов. Понимаете, эти все символы. Ну вот гроб, как вторая карта была в понедельник, у нас карта смерть. Это трансформация. Точно так и гроб, это трансформация. Это страхи, вот о них шла речь в четверг. В пятницу эти страхи будут продолжаться. Это, знаете, может, это не покупайте ничего. Поберегите свои деньги, потому что кто-то вам что-то хочет втючить. Кто-то даст вам что-то, что завтра будет дешевле, типа по скидке. Потому что тучи – это когда туману много, когда вас хотят обмануть, запугать, вам дать ложную информацию. Тучи – это ложная информация, ну а гроб – это страхи, или же это будьте аккуратны, не пускайте к себе негатив, в пятницу не пускайте. И тоже не рекомендуется какие-то крупные покупки делать. Туз жезлов и паж пентаклей. Вот пажи – это те, кто ищет выход, это хлопоты, заботы, это еще не новости. Новости всегда рыцари. Поэтому у нас паж пентаклей говорит, время посмотреть, что по какой цене, прицениться, но не время покупать еще. Время заботиться, рассматривать разные варианты. И туз жезлов говорит о том, что сама Вселенная дает вам на что-то добро. Говорит Вселенная, ты сможешь. Восстановление сил. Вы знаете, я бы сказала, в пятницу нужно восстановить силы. Потому что здесь истощение, может, вы устали за неделю. И в пятницу восстановите свои силы. Не делайте того, что может отнять силы. Что нас может отнимать силы? Это негативный разговор, скорее всего. Негативные люди, они как вампиры, высасывают силы, да? Это может быть, например, и ребенок, который может высосать силы из вас, если он у вас подросток. Ну или у вас отношения сложные с ребенком в любом возрасте. Дети, они настаивают на том, что они хотят свою жизнь жить. И если мы хотим, чтобы они нам не портили жизнь, меньше нужно на них давить, потому что на пажа давить нельзя. И здесь может быть так, что у вас может быть какой-то паж отберет какую-то силу, захочет отобрать, но не отберет. Поскольку, зачем мы смотрим мои видео? Чтобы вы смогли получить помощь, совет, предупреждение. Да? Я вас предупредила, что сохраняйте свои силы в пятницу, не разбазаривайте их на то, что главным не является. Иногда мы ссоримся из-за мелочей. Эта мелочь, главное, не является. Но вот такие мелочи, они мало-помалу у нас отбирают силы. Так что вам советуется именно в пятницу оберегать себя от таких ссор. Суббота. 2 карты на субботу из Ленорман. И также я беру 2 карты на субботу из Таро. Все. Раз. 2. Суббота, воскресенье, дни выходные, но не у всех. Многие из нас работают. Я, например, работаю все 7 дней в неделю. Вы, наверное, знаете. Книга и кольцо. Я свой пример только для наглядности привожу, мои дорогие. Это прекрасный день. Вот смотрите, в четверг, пятницу были такие немножко кризисные дни, сложные. Но суббота – это по судьбе покупки, по судьбе подарки судьбы. По судьбе что-то приятное, по судьбе что-то хорошее, по судьбе какие-то радости, свидания. Можно встретиться даже для отношений. Это встречи, это выполненные обещания, потому что кольцо – это те обещания, которые выполнены кем-то другим относительно вас и по судьбе которые. Вот это тоже может быть хорошая покупка, сделанная в субботу. Хороший разговор. Какой-то конструктивный разговор, где вы пришли к общему знаменателю. Всегда разговор там, где мы приходим к общему знаменателю, он полезен для обоих. Так что здесь конструктивный разговор. И книга это может быть узнать что-то изучить, получить какую-то информацию. И ту информацию, которую вы получите,
в субботу вы можете использовать. То есть это будет для вас правдивая и настоящая информация, вам полезная. Итак, смотрим теперь, что... Ой, хорошие карты. На субботу мы смотрим король пентаклей. Ну, смотрите, действительно, человек денежный сделает подарок. Вы познакомитесь с денежным человеком или влиятельный человек вам поможет. Это очень хорошо. А также карта справедливость. Старший аркан. У нас был один старший аркан в понедельник, аркан трансформации. Вам нужно будет что-то в новом ключе увидеть с нового угла. У нас с вами в четверг карта дьявол, старший аркан, предупредила вас, что не все, что блестит, то золото. Это в четверг такой намек. И все, да, все. У нас больше не было старших арканов. И в субботу старший аркан. Почему я проверяю? Потому что старшие арканы, они дают больше весомости, чем на один день. Потому что расклады на один день, то в основном мы смотрим такие дела ежедневные. Но когда выходит старший аркан, вот именно здесь нужно о чем-то глобальном или подумать, или что-то важное решить. И в субботу вышла карта справедливости. Вот по справедливости, что вам кто-то поможет, потому что вы этому человеку уже однажды помогли, и он просто будет return the favor. То есть он вам отплатит тем же, что вы ему дали. То есть по справедливости вам поможет кто-то. Это может быть или отец, или партнер, или сын. Но кто-то, человек очень хороший, с деньгами, даст свое внимание, может даже денег даст, или что-то решит материальное. И это могут быть подарки, очень успешные покупки, какие-то знания новые получите, может кто-то что-то расскажет важное. И все будет так, как вы хотите, потому что карта справедливость говорит, что у вас все будет хорошо, потому что вы этого заслужили. Еще иногда проходит так, что фигурная карта – это вы, тот, кто спрашивает, независимо от вашего пола. И у вас будут деньги. Или вы заработаете, или действительно вам кто-то поможет материально. Но вот здесь в субботу все прояснится у многих это проиграется. Смотрим воскресенье, мои дорогие. Что скажут карты? Раз, два. Две карты на воскресенье. И еще две. Итак, первая карта на воскресенье, вернее, первые две. Дерево и букет. Ух ты, прекрасно, я рада. Дерево, конечно, это здоровье, крепкое здоровье, восстановление сил. Это родственные связи. Кто-то вас любит, потому что букет – это любовь. Здесь очень все просто. Вообще в жизни все просто. Мы люди так все комплексуем, и чем больше мы комплексуем, тем нам сложнее жить. А карта – это такая терапия магическая, которая показывает возможности впереди и дает вам такой магический фонарь, чтобы вам показать путь. Потому что я вижу в воскресенье у вас появится путь. А карта букет говорит, что будут возможности вам даваться. Это прекрасный организм, это влюбленность, это может свидание, это встречи, это комплименты, это какие-то подарки, радости, это уют, это красивая жизнь. Когда есть на цветы, у нас красивая жизнь, у нас есть на все. И дерево – это, конечно, сила ваша, сила вашего рода вас поддерживает, приведет вас к успеху. Букет – это успех. Когда нам дарят букет? Когда нам благодарны, да? Кстати, по статистике, когда нам благодарны, это важнее, чем мы кому-то благодарны. То есть, другими словами, важнее дать что-то людям, чем получить. Да? Вот когда мы уже что-то человеку дали, и он нам благодарен, это важнее для ментального здоровья, чем, например, когда мы кому-то благодарны, то есть нам помогли. Вот это интересный концепт. У меня об этом будет говорилка в другом видео. Я делаю говорилки, когда хочу какую-то глубокую тему обсудить. Дерево говорит о верности и знаете, о чем еще? О надежде. Потому что дерево – это единственная субстанция на Земле, которая с возрастом побеждает гравитацию. Земное притяжение – это и есть гравитация. Все в Земле, наоборот, к Земле идет. Чем старше, тем к Земле. Но не дерево. Дерево все равно всегда вверх. Поэтому это субстанция, которая победила натуральный закон.
Я знаю об этом, потому что я гомеопат классический. Вот это интересно, что надежда на то, что жизнь продолжается, и здоровый молодой организм в любом возрасте. Вот оптимистичный день. Вот я бы сказала, дерево – это оптимист. Очень оптимистичный день. Десятка жезлов. Новый этап. Не берите в новый этап прошлые обиды или же боль. 10 – это по нумерологии новое начало. Но все мечи уже были. Это 9. Там 1 меча, 2 меча, 3 меча, 10 мечей. Все. Больше уже не будет боли, больше вас обижать не будут, больше не будет несправедливости. Тем более, что в субботу вышла карта «Справедливость». Например, больше не будет несправедливости в деньгах в субботу, видите? Справедливость в зарплате и так далее. Больше не будет, например, обижать кто-то вас. Но мы сами себя чаще всего обижаем, потому что если мы принимаем обиду другого человека, мы себя не уважаем. И десятка меча говорит, что уже истощилось, что-то ушло, не нужно повторять то, что не получалось раньше. Двигайтесь дальше, переступите через это чувство обиды. Кажется, легко сказать, очень трудно сделать, но я одно могу посоветовать по этому раскладу, что да, кто-то виноват. Вот по этой карте я вижу, что вот вы сейчас, кто смотрит, я знаю, что кто-то виноват. Это может быть мужчина, вот это дьявол в вашей жизни. Или может быть кто-то, кто денег взял и не отдал, одолжил и не отдал. Кто-то вас обидел. Есть виноватый, иначе не вышел бы дьявол на этой неделе, да? И по карте десятка меча, да, этот человек виноват. Но если мы хотим, чтобы тот человек, который виноват, понял, что он виноват, и исправил свою ошибку, этого никогда не произойдет. Потому что даже если он поймет, он ошибку исправить не сможет. Да и он и не поймет никогда. И если мы ждем от него, что он исправит ошибку, этот человек продолжает давать нам негативную энергию. По карте десятка меча прервите этот высший circle, прервите этот круг. Сами скажите, не то, что вы взяли ответственность за его грех, за его непорядочность, за его зло. Это не то, что вы взяли ответственность. Нет, не в этом дело. Вы берете по десятке меча ответственность на себя, с этим человеком не общаться, например. Исправить не то, что он сделал плохо исправить, а исправить свое положение, которое у вас сейчас. И по пятерке жезла вот это лучше. По десятке меча, когда мы обижаемся и ждем, пока другой исправит все, что случилось. Но другой человек никогда не исправит все, что случилось. Если даже произойдет чудо, он все равно сделает все по-своему. Это 9 из 10 случаев вам не подойдет. Ну а по пятерке жезлов это конструктивный спор. Это конструктивный спор. Это не тогда, когда вы истощены. Вот здесь в воскресенье вы, если чувствуете себя истощенным, да, то это значит, что вы где-то нарушили свой покой внутри, где-то вы позволили, как жертва, другим людям вами воспользоваться. Да, плохих людей полно, они воспользовались, но что делать? Мы же их не переделаем. По пятерке жезлов это когда идет конструктивный спор, может быть, с собой, с мамой, там, с партнером, с сыном, с дочерью, конструктивный спор. Это не тогда, когда мы говорим я, хоть вы и правы, а мы слушаем другую сторону, начинаем немножко понимать, почему несоответствие. Может быть, вы хотите помочь сыну и дочери, но им не нужна ваша помощь. Мы не можем им постелить соломки. Есть такая очень неправильная пословица, она вот через эти две карты передается. Умные люди учатся на ошибках других. Это самая страшная неправда, которая может быть. Так, теперь, это не мои слова, это я читаю с канала карт. Потому что по этой одной пословице можно трактаты писать. Не нужно мне там писать, что я не права. Идет речь не об этом, а вот об этом раскладе. Послушайте внимательно. Что ошибки других людей или успех других людей, его нельзя повторить, это их успех. Мы всегда будем в проигрыше. Даже кто-то скопирует вашу работу, он не может повторить ваш успех. Он будет в проигрыше, он, может, заработает, потому что ваш алгоритм работает. Но он проиграл, потому что пока он старался вас копировать, он своей жизнью не жил. И у меня вопрос, кто будет жить вашей жизнью и когда? Понимаете? Можно учиться только на своих ошибках. Мы, мамочки, часто делаем это с нашими детьми. Мы хотим, чтобы они не сделали наших ошибок, но они наших ошибок и никогда и не сделают.
Они сделают свои. И только ошибки сделают из них свои собственные ошибки, сделают из них успешных людей. Зачем я это говорю? Потому что дает вам свободу. 5 жезлов – это свобода услышать другого, а это большая свобода. И услышать себя, и сказать так, здесь мы понимаем друг друга, а здесь нет. Где не понимаем, ну и не надо. Не нужно доказывать ничего. Ни себе, ни другим. Нужно видеть жизнь, какая есть, и пытаться с ней взаимодействовать. Если мы будем доказывать, будет агрессия. Как часто бывает так, что манипулятор вам говорит, вот там враг. И тогда манипулятор с вами вместе уже заодно, потому что у вас общий враг. Понимаете? А там врага нет. Манипулятор просто хочет вас держать в страхе и говорит, что там враг. И мы боимся, мы такой стокгольмский синдром. Мы начинаем кооперировать с манипулятором, потому что боимся какого-то врага. А на самом деле 5 жезлов говорит, да, может состояться вот такой разговор над точками «и». Но вспомните 5 жезлов, и тогда этот разговор, который, может быть, мог бы вас истощить, если бы вы этот расклад не видели. Во-первых, потому что 2 очень хорошие карты выходят на воскресенье, видите? И потому что вы услышали этот расклад. Вот этот разговор, который мог бы получиться как спор, или как вас могли опять обидеть, как и раньше, превратиться в что-то конструктивное и прекрасное. Потому что теперь вы по-другому будете не реагировать, а активно воспринимать, что перед вами. Потому что реагировать это означает, как будто у нас уже была заготовка этого. Это значит вытаскивать из своей памяти, вот как по 10 меча, то, что уже было, и где, ну вот так мы взаимодействовали с миром. Это будет реакция. А когда мы активно видим то, что перед нами, это взаимодействие, это корпорация, это кооперировать, взаимодействовать с тем, кто перед вами. Вы вспомните меня, напишите, пожалуйста, комментарий, потому что я знаю, если вы позволите вот этому проиграться. Кстати, вот у вас будет счастье. У меня очень часто пишут люди, что у них улучшился бизнес, улучшились отношения в семье. Очень часто я такое читаю. Потому что смотрят мои расклады. Научились общаться, лучшей коммуникации. Коммуникация – это все. Это 99% успеха. Потому что как мы к миру, так мир и к нам. Ну вот так, мои дорогие, такой расклад. Я очень рада, что смогла до вас донести правду. Надеюсь, что вам поможет расклад. Очень жду ваших комментариев. Ставьте пальчик вверх, если вам не жалко. Не скупитесь на лайк, это же стоит 0 рублей, 0 копеек. Но это обмен энергиями, потому что сделать расклад не так просто. И я не жалуюсь, мне это очень приятно, для меня большая честь, но с вашей стороны нужен энергообмен. Энергообмен – это просто пальчик вверх. Это самое меньшее, что вы можете сделать. Благодарю от души. И обязательно скоро увидимся, мои дорогие. У меня на канале есть другие расклады, не только на неделю. Смотрите другие. Подписывайтесь, здесь все для вас. Вы подписываетесь не на человека, а на мои расклады. Еще хочу сказать, что у меня есть другие каналы. Там, где вы видите меня, мой голос, мои руки, мои карты, это все я, это мои другие каналы. И там на другие темы расклады. Люблю вас, обожаю, медвежьи обнимашки. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада, где здесь держу это пространство, студию для вас открытую, чтобы вы пришли, выговорились, получили советы на будущее, чтобы вам помогать. И знаю точно, что мы скоро увидимся. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.